Итак, всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза. И сегодня хочу вам рассказать про логику выбора талантов при прокачке. В одном из предыдущих руководств я озвучивал такую схему, как выбор таланта, который является с более высокой такой редкостью. То есть мы выбираем именно тот талант, который у нас менее популярен, скажем так, то есть его редко можно встретить, он практически не выпадает за долгое время игры. И если, допустим, вам выпадает героический, и либо там зеленый, ну или серый, без разницы, то, естественно, рекомендуется брать именно героический талант, потому что все остальное, в принципе, оно будет падать достаточно часто, все это прокачивать долго, и, соответственно, героический талант нам с вами прибавит огромную, ну, вообще, в принципе, будет огромная прибавка в виде показателя вот этого нашего урона. И что же теперь, что же вот удалось проверить, ну, не мне лично, а там пару-тройку игроков проверили этот момент и доказали эффективность, скажем так, новой логики выбора талантов. То есть я сам лично это все проверить уже не мог. На тот момент, когда я все это узнал, был у нас один такой очень-очень интересный игрок в гильдии в свое время. Он поделился всей этой историей, рассказал. И вот, к сожалению, на тот момент эту теорию я проверить не мог, потому что уже было достаточно много прокачано талантов на тот момент. И создавать для этого новый аккаунт я не видел никакого смысла, но нашлись ребята, которые решили эту теорию попробовать, и у них получилось. В чат в Телеграме и ВКонтакте я скидывал скрины, там они кидали то, что у них таланты прокачаны героически открыто, там менее 500 точно, там у одного, по-моему, 450 уровень или 420 какой-то, но не суть, все равно это очень-очень мало, то есть это делается все буквально там за короткий промежуток времени, и в принципе в этом ничего сложного нет. То есть если вы находитесь на раннем этапе прокачивания талантов, то есть вы, допустим, только-только начали играть, то, соответственно, у вас пока еще есть этот шанс. Но чем раньше вы начнете пользоваться именно той логикой, которую я вам сейчас озвучу, тем лучше будет для вас. Итак, логика, в принципе, немножко отличается от той, которую я озвучивал ранее. И сложного, в принципе, абсолютно ничего нет. Давайте представим, что здесь у нас все пусто, то есть никакие таланты не открыты, и здесь тоже, и здесь. Вот, и, соответственно, мы начинаем играть. И нам попервой выпадает в основном, игра старается подсовывать вот что-то такое более крупное, более там редкое. То есть, если мы начинаем крутить на ранних стадиях игры, игра старается, в принципе, заполнить все пустое. То есть, вот, допустим, у нас зеленые все пустые, их у нас нет. И игра там старается нам вот это вот все подсунуть. Но по логике лучше делать все из края в край. То есть идти либо сверху вниз, да, то есть выбирать, стараться серые, либо, если выпадет нижний ряд героический, мы, естественно, берем в приоритет его. Все это нужно для чего? Это все нужно для того, чтобы нам как можно быстрее закрыть вот этот ряд героический, чтобы мы с вами вот эти множители забрали и уже переключились на открытие легендарных талантов, да? Вот. И как можно быстрее нужно закрыть именно вот эти обычные серые таланты, потому что вот, по крайней мере, у меня сейчас есть такая проблема. Я очень много приходится фармить для того, чтобы забрать вот этот вот обычный талант. И это не совсем приятно. В принципе, ничего такого критичного в этом нет, если вы достаточно часто играете. То есть, если для вас это не проблема, то это вопрос там месяц-полтора. Ну, грубо говоря, да, вот, допустим, если играть, вот, допустим, сейчас, если мой аккаунт возьмет какой-нибудь суперактивный игрок, либо я начну суперактивно прям играть, нон-стоп, без остановки, то в целом
прокачать вот эти 70 с лишним талантов, это займет, ну, где-то месяц, полтора, ну, два, ладно. Если там делать какие-то перерывы и там с учетом того, что там день-два, грубо говоря, выходные у вас будут там в неделю. Ну, от игры я имею в виду. Итак, то есть, как мы действуем? Допустим, выпадает нам обычный талант. Плюс, например, синий. Плюс, например, фиолетовый. Тут нужно себя просто перебороть и постараться синий и фиолетовый не выбрать. То есть мы с вами выбираем обычный. Хорошо, если это будет либо урон, либо здоровье, например, да? То есть в первую очередь наша задача прокачать именно их. Если выпадает, например, обычный, зеленый и легендарный, тут уже, конечно, вопрос. В принципе, легендарка, она сама по себе дает такой неплохой буст. Но если мы с вами свято придерживаемся той самой теории, которую я вам озвучил, то мы легендарный не выбираем. Мы выбираем именно обычный. Это все нужно для того, чтобы в следующий раз, когда мы крутить талант этот будем, будет больше вероятность того, что выпадет именно героический талант. То есть здесь, в принципе, это должно работать. Рано или поздно игра подсунет нам этот героический талант, и мы с вами его заберем. И так нам с вами нужно будет сделать раз, два, три раза. Все, потом у нас останется, получается, вот так. То есть героические будут закрыты. Все, то есть нам нужно будет переключиться на легендарные. Опять же, действуем из края в край. Мы с вами будем в первую очередь выбирать все обычное. Зеленое, синее, фиолетовое мы с вами игнорируем. Потом уже переходим на легендарные. И в конечном итоге у вас получится такой вариант, что, скорее всего, вы уже прокачаете вот это все обычное. И в дальнейшем таланты, которые вам будут выпадать, они будут как минимум приятные. То есть не обидно будет на них фармить. То есть у вас будет вот это все закрыто, да? Вы будете выбирать. И, соответственно, что-то хорошее вам в любом случае выпадет. То есть все таланты для вас будут нести прям такую существенную пользу. Но по логике, героические у вас будут закрыты. Плюс, если вот это все вы будете игнорировать всячески, то вы, по идее, и легендарные таланты точно так же вы их закроете. То есть вам это будет все только на руку. Что делать, если, например, выпадает, ну, скажем, там, зеленый, синий и фиолетовый? Если опираться на вот эту логику, которая из края в край, то синий мы с вами 100% игнорируем. А вот здесь уже нужно будет вам просто определиться, что лучше для вас. Ну, лучше, конечно, выбрать будет то, что ближе к большому краю, да, то есть, например, зеленый талант, любой, без разницы, какой он там выпадет, потому что если мы, например, выберем фиолетовый, то вероятность того, что выпадет что-то вот отсюда, она будет, ну, я имею в виду из легендарного и героического, она уже будет ниже. То есть, в принципе, все просто. Старайтесь собирать сначала вот это все, обычное серое. Если вам выпадает что-то вот из этого зеленого, синего, фиолетового, то есть это мы все игнорируем и стараемся собрать героически. Ну вот как-то так. Не знаю, не могу сказать, что это прям 100% какая-то такая система, которая прям на 100% проверена. Ну вот 2-3 игрока сделали, у них получилось, они попробовали. Я им даже об этом рассказал. Когда они спрашивали, как прокачивать, я им сказал, ну попробуйте вот так. Есть такая теория, вот попробуйте вот так, вот так. И все. Когда я им это все рассказал, я даже про это потом уже забыл. И вот спустя какое-то время, там месяц-полтора, ко мне возвращается игрок и говорит, смотри, оно работает, все, вот у меня 425 уровень, 3 героических у меня уже есть, что будем делать дальше? Ну, естественно, я ему говорю, все, балдей, кайфуй, ты самые главные таланты выбил, тебе уже двигаться по игре намного легче будет, например, чем мне, потому что вот у меня их нет, ну, время назад не вернуть, я действовал там по своим каким-то определенным
логикам, да и по своей определенной логике, да и в принципе в этом ничего такого страшного нет. Ну, просто вот, ну, немножко мне не хватает времени на то, чтобы все это до конца закрыть. Сейчас вот стараюсь активно там бегаю, фармлю монетки и так далее. Вот, ну как-то так. Поэтому даже если вы идете по тому же пути, по которому иду я, в этом ничего страшного нет. Все в любом случае имеет какое-то ограничение, все получится открыть, поэтому ничего страшного, не расстраиваемся и, ну, пробуйте, все должно получиться.